Крутяк. Вот она красота. Гору не так страшно. Нажимайте тормоз. Вода нет, воды нет. Ганджателла. Много мартыхи. И вот мы подъезжаем к пирсу, откуда уходят лодки на другие острова. Не на все, а только вот на несколько. Кокум, Кокая, Коуай, Конам. Вот. Ну, посмотрим. Здесь в прошлом году мы тут купались. Посмотрим, как здесь в этом году. Здесь отправляются лодки на Кокум. Видимо, туда они возят. Чисто пофотографироваться. Кокауя, Коуай и Конам. Вот на эти места, где можно красиво пофотографироваться. Цены. 5500. Это что, бат? Ну, это какие-то большие, видимо, лодки. Туры за 4000 бат 3. Ну, вот, видимо, Косай. Вот, короче, 100 бат, я думаю, с человека они берут маленькую лодочку. Ну, и вот такая красота здесь. Что-то никто не купается. В прошлом году здесь было прилично людей, которые купались. Ну что, вот мы и покидаем пляж с мемориалом, посвященному тайскому флоту. Какие у нас впечатления? Мы были здесь, во-первых, одни, никого больше здесь не было, кроме нас. Только 2 лодки постоянно курсировали в соседнюю какую-то бухту. В основном туда отправлялись тайцы. Видимо, среди тайцев там какое-то известное место. Европейцев мало. Мне кажется, там какая-то бухта с песочком, с красивым пляжем. Все-таки. Вот, пляж, конечно, красивый. Песок белоснежный, мелкий, как пыль. Очень классный. Минусы: приносит мусор. Вода сама по себе прозрачная, но приносит мусор. Здесь хотя бы пляж чистят, но в воде плавают, особенно на входе. Плавает много пластика. Поглубже еще нормально. Еще почему здесь, видимо, не купаются, здесь близко коралловые камни, которые очень острые. Я попробовала на один наступить и почти поранила ногу, было очень больно. Поэтому площадь такая небольшая. И вот сейчас к 3 часам ветер усилился, побольше стали волны и принесло какие-то еще водоросли. Тоже купаться стало неприятно. Да? Ну вот. Какой-то инфраструктуры здесь нет, туалетов. Туалета, по-моему, нет, там один старый, туалет заброшенный. там есть старый, но... А так, в целом, красиво здесь, конечно. Но почему народу нету? Потому что до этого, в прошлом году мы сюда приезжали, и Лонг-Бич, который там ближе находится, он был закрытый. Видимо, весь народ сюда ехал. Здесь вот более-менее купались, народ был, а в этом году уже все, здесь только вот эти 2 лодочки туда-сюда курсируют. Да. Ну а так красота, что? Посмотреть, глаз порадовать, почувствовать ветер, песок. Прикольно. Все, пока. Увидимся. Такие дороги ведут до Лонг-Бич. Последние 6 километров. В целом, по восточной стороне острова
Дорога очень хорошая, с малым количеством трафика. Асфальт, ну даже придраться не к чему. Вот она красота. Да. У обезьяны. О, точно дикие. Ой, 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 как вас много, мартыхи. Приехали в довольно известную на Кочанге кафе от Рони. Здесь очень вкусная Ручку еда. давай. Также хозяин преподает уроки тайской кулинарии. Мы в прошлом году сюда приезжали, ели самый вкусный в моей жизни томкха. И, не знаю, в Мишиной или жизни это был пад-тай. Или Да, рис там был? вкусный был. Вкусный? По-моему, пад-тай. Пад-тай, да. Вот, там у него есть небольшой сад, где он выращивает фрукты, а вообще он даже называется Рони Coconut Garden, то есть сад кокосов. Пойдемте посмотрим. Так выглядят органические кокосы в кафе у Рони. В суп томкха что у нас входит? Это кокосовое молоко, благодаря ему вот он такой белый. Курица, можно заменить на свинину или морепродукты. Что дальше? Корень имбиря, лист кефирского лайма, кефир, или я не знаю, как это правильно, кефирский лайм произнести. Если знаете, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. А здесь кладут, но далеко не везде, болгарский перец, помидоры, так, и грибы, где мы уже почти все слопали. Грибы и еще очень важный компонент – это лимонграсс. Дает просто обалденный аромат вместе с листьями кефирского лайма. Я попросила сделать суп не острый, без лука, без чеснока, чтобы у меня дочь могла его есть. И пад-тай. Пад-тай у нас ходит, ковыряй, жареная лапша, перемешанная с арахисом, курицей, яйцом. Она обжаривается с яйцом и получается курица. Это ничего страшного. Еще туда посыпается сверху арахисом. Здесь они кладут морковь на острове, что не всегда кладут на континенте. Что там еще, Миш, ты видишь? Ну, вот это ростки. Ростки пшеницы, да, свежие. Ну, чеснок, лук еще могут положить и свежий, как бы, да и все. Да, все обжаривается на сковородке. Тоже очень вкусно, поливается особыми соусами. Часто добавляют рыбный, но здесь, возможно, его немного, да? Да. Привет, друзья! Сегодня суббота, 6 апреля. Мы поехали на маяк, в деревню Бангбао.
Там находится рыбацкая деревня и красивый маяк. Сейчас он больше несет в себе историческую и достопримечательную функцию, нежели свое прямое назначение. На обратном пути мы заедем на пляж Lonely Beach и искупаемся. Время 2 часа дня. Мы позволили себе отдохнуть сегодня первую половину после вчерашнего насыщенного дня. Вот. На острове достаточно оживленно. Видимо, приехали тайцы. Тайцы из Бангкока, из Паттайи на выходные отдыхать. Еще раз снимем, как мы съезжаем по этому языку тещиному. Главная скорость. Сигналить надо заранее, ездить. Да, в прошлом году здесь было куда погрустнее. Больше заброшки казалось. Сейчас как-то все восстанавливается после ковида. Нам так повезло, что у нас мопед относительно новенький. Получается быстрее передвигаться по острову, чем в прошлом году. У нас был совсем старый. Мы еле-еле поднимались. Я вообще тогда думала, мы где-нибудь заглохнем. Но ничего. Меня тянет назад портфель. Так что тут какая-то Регги Хилл. Можно покурить травки по-любому. Очень много... Вообще марихуана разрешена в Таиланде. И особенно на островах. Я боюсь камеру ударить об что-нибудь. И особенно на островах. Прямо европейцы вообще, да, и... Ну, я не видела, хотя тайцев, но европейцы вообще не стесняются курить на пляже, в кафешках. По дороге иногда попадаются обезьяны. Предыдущих я не успела заснять. Ездить надо аккуратно, чтобы не попасть на обезьяну. И вот с этой дороги мы заезжаем под такую арочку и туда вниз. Рыбацкая деревня, дома у них на сваях, прямо над морем. Может быть, ну, утром был прилив, только-только начинался отлив, вот в районе 7 утра. Сейчас уже, наверное, вода побольше отошла. Посмотрим. So here we are in Bang Bao village. As you see, it's quite lively here. A lot of people, a little bit crowded. We parked our motorbike near 7-Eleven, but there is a chargeable parking space, but we just left it nearby 7-Eleven. We are going to walk those roads. There is actually one road till the end of the street, and in the end, we will reach the lantern. Sorry, I forgot the name in English. Oh, this high building which helps ships to get the shore. See you. Смотрите, какой мотоцикл. Из Румынии, европейские номера. Путешественник. Да, дочь. Песика там. На Харлее. Блин, как я ему завидую. She rides the world. Хелли Байкер. Это еще девочка? Крутяк. Так выглядит улица до самого маяка. Она представляет собой магазинчики в домах, которые стоят на сваях прямо в воде. Да, вот сейчас отлив, к сожалению, не так много воды. Ну, а в самих магазинчиках продается одежда, еда, всякие сувениры. Что еще? Там дальше и морепродукты, даже ресторан есть с морепродуктами. Meet you. Yes, I just wanted to say hello to you and to wish you good luck. Yes.
fine. Where are you Yes. from? We are from Russia. Ah, that's Yeah, we are from cool. Russia, and we And are. you saw my bike or? Yes, we saw your that's bike. good. What country are you coming from? Like Uh, now? Yeah, I'm Romanian Yes, and mhm. I started from Italy. From Italy. Yeah, so I started all the way from Italy, but I'm traveling since very long time. Since Oh, 4.5 years I'm traveling. 4.5 years. Yeah. Oh, great, great, my dream. So I Yeah. did the Middle East, all the Middle East countries, the Gulf countries, all the Arab countries, and then from Iraq, Iran, Pakistan, India. Great, Then our all the dream. Middle East, and I reached here by China. Ah, by China. China. From Nepal, China, Mm. Laos. Is it difficult to go to China on Yeah. your own motorbike? Yes. So you have to It prepare is a lot of. expensive. Ah, it's expensive. So Because, okay. you know, So on Harley Davidson, yes, perfect. Is it difficult to ride? you get used. Get used to it. Yes, you just get used. Especially to lift it Yes, up. yes. Yeah. That is so I'm trying to pay a lot of attention, but there is always Okay. someone that will help you out. Okay, yeah, for us, especially for Yeah. women. Someone you drop it, someone will come and help you. So, Okay. there is always a solution, you know. For And for how long? How many days you will be in Thailand? I'm preparing to go out, so it's been already 2.5 months since I'm here. Oh, great. So just in a few days I will enter Cambodia. Cambodia. Yeah. Okay. Yeah. Thank you very much for your attention, for your time. Interest. Yay. We came to the lighthouse. The lighthouse doesn't work now, but it's possible to climb it upstairs and to watch the bay. The bay is called Bang Bao Bay, the same name as the village has. From the piers, a lot of ships and boats, not ships but boats, go to other islands for snorkeling, diving, just for relaxing, and other tourist activities. The cost, you can buy the ticket for these boats for 500 or 1000 baht, it depends on your destination, just walking along the street. And before the street, there are some travel agencies, kind of travel agencies who sell the tickets for the boats. The space is not very big and it's very crowded at 9 a.m. and at 5 p.m. as tourists come here and come back at 5 p.m. already. And now there is nobody, as you see, only we. And the only shade goes from this lighthouse. This is it. The village is quite old. It was established maybe several centuries ago because this bay is calm, no strong wind, no strong waves, and it's easy for boats to swim here. There is a school, hospital here for local people, and some houses are on tarmac, not sticks, but I don't know how it is called, on tarmac, under the water. Please write in the comments your questions about the islands. We will be happy to share our experience, and it will really help to develop our channel. Thank you. Good morning! With this scenic view, I want to say that we are going to a Russian church. Today we have an Orthodox holiday, and we just going there to record it. Stunning view, stunning. The sea is amazing color. After the church, we are going to visit Big Sea. We have a kitchen in our house.
This helps us a lot to save money during our visit to the island, because we cook at home actually. And generally, after spending here 1 year and a half, we want to eat more European food, not Taiwan, not at Taiwan. And the only thing I want to eat in Thailand now is sometimes it's a papaya salad because of more vegetables. And sometimes actually we eat in 7-Eleven. It also saves us money when we want to eat some food being on a beach, or we don't want to visit any restaurant, or we don't have time. So one dinner or one lunch costs us about 300 baht with dessert. So, and the food is quite healthy there. I mean, the food which they sell and warm up with microwave. Some rice, or you see there is a monkey. I thought there are several of them, but I see one only so far. Yay. So the island itself is a very comfortable place to spend several months here. It's quite developed, but not too overloaded with tourists as Phuket or Samui. And the cost of living here is quite affordable. Cheaper prices for food, fruits, accommodation. For example, yesterday we were at the place, we were as guests, and a guy, he gives his house for rent just for like 60 square meters and 80 square meters with balcony, just for 30 or 40,000 baht per month. It's much cheaper than in Samui, I think. Some riders from Bangkok, yeah, a lot of riders. Koh Chang is situated 300 km from Bangkok, and a lot of Thai tourists from Bangkok and Pattaya come here just for weekend. So here is the Russian Orthodox Church. Last year we were here. It was the last time we visited Russian church, actually. And the rest of the time we were in Thai temples. Welcome to Bixi! Добро пожаловать! На входе вы видите популярную в Таиланде лотерею. Это единственная азартная игра, которая разрешена в стране. Азартные игры тут запрещены, хотя в туристических местах они, кстати, есть у них. Как это все называется? Нет. Да. Вот, и говорят, кстати, и выигрывают часто там по 1-2 тысячи. Билет стоит 100 бат один. У меня даже есть коллеги и учителя, знакомые, кто выигрывал. Так.
Вот под такую зажигательную песню мы сейчас будем Брать продукты. брать продукты, В да. прошлый раз мы забыли вам показать. Дайте хлебасик. Хлеб цельнозерновой. Да, Тут без скидки, здесь со скидкой. Возьмем свеженький. стоит 40 бат. 40 бат, да. Кладем. Дальше. Манго. Мы возьмем у тетеньки там на рынке. Берем картошку. Будем Кати. сегодня запекать на углях. Да, пожалуйста, 45 продукты. бат Вон всякие килограмм. тыквочка. Картошка, я думаю, что, Овощи. скорее всего, она китайская. Да, наверное, картоха китайская. Здесь тайская картошка, она такая продолговатая. Есть внутри красная, она более такая сухая. А есть такая беленькая картошка, тоже тайская, она такая продолговатая, как, Смотрим, чтобы не было как зеленухи. морковка, наверное. Ну, вкусом та, которая цветом как морковка, вкусом сладкая, с сладостью такой, а беленькая. 6 штучек бери на ужин и на... Мы собираемся запечь ее на углях сегодня. А беленькая картошка тайская, она такая, как обычная европейская. Набираете, взвешиваете так же, как у нас. Он приклеивает ценник и все. Молоко. Молоко мы всегда вот такое берем. Оно самое вкусное из всех, которые мы попробовали. Да, это какой-то еще со скидкой 70. 7.04. Просрочка. Ну, завтра, да, ему срок. Всегда смотрите даты, если больше такого молока нету, значит мы берем другое. 12, 19, 19 возьмем. Либо вон канистра целая. Либо есть канистры по 5 литров. Это 2 литра. И есть по 5. Соки вон там Есть по всякие литру. вкусные. В целом что тут? Пиво. Чанг. Чанг 55. Ева, Лео аккуратно. 62 стоит. Ну, они по 600 миллилитров, а это маленькие по 0,5. Это всякие винные напитки, это всякие соки, Органический йогурт, ведро. это йогурт, Ай, без сахара. это тоже все йогурты. Вместо сметаны. Йогурты 4 штучки 50 стоит, примерно 50-60. Это сок из гуавы зелененький 70 стоит. Фрукты все можно на рынке покупать, можно здесь. На рынке дешевле получится. Что еще? Капуста примерно 30 бат за килограмм, обычная капуста. Сыры, как и везде, дорого стоят. Мы берем вот этот за 150 бат, вкусный. Масло. Мы обычно вот такое берем за 80. Ну и еще есть другой вариант, она где-то 70 стоит, и там больше грамм. Так. Сосиски, колбаса у них невкусная. И в основном из свинины. Что еще? Свинина нарезанная, уже готовая. Свинина. Ну вот кусок. 500 грамм, 71 бат. Это говядина. 250 грамм говядины, 120-130 примерно бат стоит. Рыбка. Есть рыба Вот свежая. это свежий, может, Сибас возьмем? Смотри, он, в принципе, такой У нас свеженько был опыт, выглядит. несколько раз мы брали в Бикси рыбу. Она обычно, ну, свежая, но раздавленная. Видимо, пока они ее довезут, кишки у нее, короче, раздавятся, и мясо вот это не очень вкусно становится. Да. Но сейчас нам деваться некуда, поэтому, наверное, мы будем брать. Сейчас выберем какую-нибудь. Креветки лучше на рынке брать. Тоже на рынке обычно у них свежие и не так дорого стоят. Ну и там размеров видно, там можно выбрать. Курица. Ножки с плечом 92.
Что Но ты это хочешь, здесь, Ева? видимо, остров, потому что в нашем городе где-то 75 стоит килограмм. Это грудка 79. Тут всякие желудочки, сердечки. Это свинина свежая 125 килограмм. Так, что еще? Здесь готовая уже еда. Например, вот мы вот такую курочку берем здесь на острове. Ну, один раз, правда, взяли и прошлый раз брали один раз. 132 бата, 700 грамм. Уже готовая, вкусная, в маринаде, горяченькая. Яйца. Яйца. Где-то вот там у них яйца. Вот десяток 63 бат стоит. Примерно везде цена одинаковая. Ну и по размеру тоже у них единичка, двойка, тройка, четверка есть. Это рис. Ну, риса здесь вот такой обычно мы берем 5 килограмм. Очень вкусный. Прям рекомендую. Но маленького нету здесь пакетика, поэтому мы пятерку не стали брать. 170. Ну, так везде примерно он стоит 170. 5 килограмм риса. Еще мы в этот раз мы вот такой взяли рис. По-моему, японский, что ли. 89 бат. Так, что еще? Ну и все остальное. Печенье, в принципе, все у них то же самое есть. Воду берем. Один раз мы попробовали воду взять в большой 10-литровой бутылке. Но что-то получается не так выгодно. Выгоднее вот брать полторашки. Получается 12 литров. Ну и удобно ее, эту полторашку с собой брать и дома наливать. И еще есть у них вода 6 литров. 6-литровая примерно стоит... Так, ну, сейчас нету в ассортименте, но примерно стоит 6-литровая 60, по-моему, бат. Так, что еще показать? Варенье мы обычно берем. Вот эта паста вкусная. Вот это вкусная. Это и так понятно, что вкусная. Варенье вот такое брали и в стаканчике, и не в стаканчике. Ну и все, в принципе. Все необходимое. Короче, можно найти лапшу заварную и где-то здесь. А вот такую обычно пасту мы берем. Она где-то стоит 60. Рыба. Тунец всегда мы берем, кушаем. Вот такая 52 бата. Везде цена такая же примерно. Бананы, папайя, папайя какая-то зеленая здесь. Вот арбузы можно... Эва, аккуратно, только не урони. Арбуз можно взять, делать шейк. Цена арбуз 35 бат килограмм. Что там, 80 рублей килограмм. Шейк. Шейк. Здесь еще первый раз вижу в Таиланде апельсины. У нас их не продают в городе. Можно какой-нибудь взять. Это дыньки. 80 бат зеленая. Интересно, почему? 40 бат такая. Есть овсянка, вот, пожалуйста. А мы хотели бы пшенку найти. Взяли Филадельфию крем-чиз за 149 бат. Сделанный в Австралии, да. А я вот еще нашла вот такие шикарные сыры. Вышло у нас все в 1270 бат. Это 2,5 раза, порядка 3000 рублей. Все продукты. И фрукты, и напитки, мясо, рыба. Вот так вот будем сегодня готовить барбекю. Теперь у нас квест называется «Впихуй невпихуемое». Все это увезти на мопеде. Не влазит арбуз, не влазит арбуз. Поеду я на нем как утка. Волшебник. Как из шляпы достал. Окей, я повезу, значит, арбуз.
еще. Ну, благо нам ехать до дома минут 10. Может, и такую повешает. У меня еще каска тут в руке, поэтому вот так придется сделать. Ну, вот волшебство. Я же говорю, оно бывает. Попадаем на начало тайского Нового года, Санкран, фестиваль Санкран, который длится 5 дней. И традиция обливать прохожих всех водой для удачи, для счастья. Также они мажут вот белой вот этой тальком или что-то белое на лицо, чтобы, ну тоже к удаче, к счастью, как бы очищают. В прошлом году мы в полной мере прочувствовали это на себе, когда тусили здесь все 5 дней Санкрана. Вот в этом году повторять не очень охота. Вот там по дороге едешь, и все тебя обливают. Не, ну так прикольно, конечно, в качестве туризма. Как бы мы в прошлом году поприкалывались. Было прикольно. Да, ну что-то второй раз неохота. Всем привет! У нас сегодня, можно сказать, одна активность за день. Мы приехали поесть мороженое. Вчера весь день провели на пляже, просидели, провялились, даже ничего не хотелось снимать. А сегодня мы заехали в итальянскую пиццерию и хотим поесть джелато. В общем, домашнее джелато. Вот, пожалуйста, банана, манго, кокосовая, стробери. Все это за 60 бат за один кружочек. А еще есть ганджателла. Один кружочек, шарик 100 бат. Вон с теми листиками. В Еве вот такое самое красивое мороженое. Шоколадное и малиновое. Вот она уже тут начала употреблять. Моя морожка. Джелато, смотрите. Да вот, я попробовала только йогурт пока. Йогурт Амарема. И вот это зелененькое, это с ганджателла. Травка чувствуется. Травяной такой. Так, и дорогой муж взял ореховое и шоколадное. Я выделилась, взяла йогуртное и с каннабисом. В следующей серии смотрите Аню под, как это называется? Под состояние аффекта. Так, вот мы заправляемся. Стоимость 1 литра бензина 42.70 бат. Это получается, ну, 110 где-то бат. 100 рублей за литр. Мы заливаем, что нам? На 140 бат? Окей. 3 литра на 140 бат. Всем привет! Мы отправились проверять наличие воды в одном из водопадов. Вообще сейчас апрель, конец сухого сезона, и мы видим, что реки большинство, они пустые, в них нет воды. В прошлом году, когда мы были на Качанге, воды в водопадах тоже не было. Вот. Пока нас настал дождь, и мы остановились волей случая
у Green Cafe. Поэтому пойдем вовнутрь, переждем. Итак, мы приехали, а здесь казалось, что... ну, Как и казалось. предполагалось. Как и предполагалось. Входа нет, воды нет. 80, наверное, процентов острова занято национальным парком по консервации биоразнообразия как растительной, так и животной жизни. Да. Поэтому некоторые водопады они даже не разрешают на каким-то подходить, хотя в них можно купаться. Ну вот, а этот, видимо, закрыли на период сухого сезона. Вот, пожалуйста, написано, что это частная собственность, во-первых. Интересно, как он называется. Клонгджау Лиам, известный как Чанг, как остров слона. Билет 40 бат с человека, чтобы мы ухаживали за местом и за вашими парковочными мотоциклами припаркованными. Или это они за год все так застроили? Мы не узнаем это место. Либо они тут за год построили вот это все. Ну, хотя вон те дома видно. Даже там есть. Ну, да, вроде бы. Итак, приехали на пляж с одиноким деревом. Только вот эта пальма стоит, это не оно. А дерево растет вон на той стороне. Мы сейчас, наверное, туда прогуляемся. Покажем вам. Такой здесь пляж. Песок с ракушками. Совсем чистый. Ну и море тоже такое. Не очень. Здесь настроены и сдаются частные виллы. Очень красивые, конечно, большие. Практически каждая из них с бассейном. Море там, но само море здесь не очень чистое. Потом на карте, может быть, либо как-то покажем, что это за пляж, какая часть острова. Это часть острова, которая ближе к пирсу, буквально через горку. Вот у них тут такая красота. Но, конечно, берут они своей красотой. В принципе, lucky home. В принципе, тайцы не особо купаются в море, им бассейна, мне кажется, достаточно, и поэтому они вообще без вопросов такие снимают. Классные домики. Ну что, друзья, как бы нам не хотелось оставаться в этом тропическом раю подольше, время валить. А значит, время подвести итоги. Мы выделили по нашему опыту плюсы и минусы этого острова, а также сколько денег мы здесь потратили за 10 дней. Итак, начнем с минусов, потому что их меньше. Прежде всего, здесь не так развита инфраструктура, как на Самуи или Пхукете. А значит, здесь нет торговых центров и не получится пошопиться брендовой одеждой.
Возможно, здесь недостает каких-то сервисов, не так много обменных пунктов. В основном бизнес здесь представлен кафешками, ресторанами, товарами для пляжа, одеждой для пляжа и арендой транспорта, мопедов и машин. Поэтому мы рекомендуем вам планировать шопинг, когда вы будете в Бангкоке. Там отличные торговые центры на разный вкус и цвет, на разный ценовой сегмент. Второй минус – это есть мошка, которая кусается на пляжах. Мы пользовались репеллентами, но в первый вечер это нас не спасло, и ребенка значительно покусали на спине, что беспокоило ее несколько дней. И третий минус – на удаленных пляжах не убирают мусор. Поэтому, если вы захотите насладиться красотой пляжа, например, Лонг-Бич, это не удастся вам сделать в полной мере, потому что я бы сказала, что ходить по этому мусору даже опасно. Ребенок, например, легко может поранить там ногу. Но именно вода там очень красивая, и даже есть где покушать. А теперь перейдем к плюсам. Первый плюс – это относительно легко добраться из Бангкока. Дорога занимает 4-7 часов против 12 часов до Пхукета или Самуи. Второе – здесь меньше людей, а значит, меньше людей на пляжах, меньше людей в кафешках и вообще, в принципе, и меньше людей. Третье – красивая природа. Очень большую территорию и основную занимает национальный парк, где представлены разные виды животных, очень красивые тропические деревья, тропический лес. Четвертое – это достаточно пляжей с пологим входом, где удобно купаться с детьми. В принципе, мы на ребенка надевали вот такие штуки, нарукавники, и она плавала одна, конечно, не заходя далеко. Мы просто за ней в зоне быстрого доступа смотрели, но плавала она вот одна практически на всех пляжах. Пятый плюс – это то, что на популярных пляжах можно относительно недорого покушать. У отелей есть души прямо на береговой линии, в которых можно потихонечку помыться. Вообще, в целом, недорогие рестораны, там приятно провести время. Шестой плюс. Есть также рестораны и бары для веселой ночной жизни, где можно расслабиться. Всю ночь они практически работают, слышно музыку даже в 4 утра. Седьмое. Хорошо развита система трансфера, которая ходит вокруг острова, в разные части острова. Поэтому, если вы с детьми, либо по каким-то причинам не хотите и не планируете снимать мопед, можно выйти на дорогу и прямо тормозить. Вид транспорта, да, пикапы, они называются Сангтео, или просто джипы, пикапы, багажник у которых переделан в сиденья для туристов. И восьмой плюс, рядом с островом Кочанг находятся небольшие острова, куда можно сплавать на каяках. Также продают разные туристические программы на день. До них можно добраться, чтобы поснорклить, сделать красивые фотографии, насладиться тайской кухней и просто поплавать на спидбоуте, например. Сколько мы потратили за 10 дней нашего отдыха? Самая большая статья расходов – это, конечно же, проживание в отеле. Наш обошелся нам в 12 100 бат или 1100 бат за ночь. Это примерно 2500 рублей. На втором месте у нас еда. Мы потратили 9600 бат, включая кокосики для Анютки, алкогосики для Мишутки и сладосики для Евочки. Это 25 000 рублей. Кажется, дофига. Как мы могли прокушать 25 000 рублей за 10 дней? Но в батах это, в принципе, нормально. Мы, когда ходили в магазин, ни в чем себе не отказывали практически. Затем аренда мопеда на 9 дней 2250 бат. 250 бат в сутки или 600-700 рублей за сутки в рубли. Дорога сюда нам обошлась на общественном автобусе 472 бата на человека или 1180 рублей. Обратно мы решили организовать групповой трансфер, и за нами приедет утром завтра уже мини-бас и довезет нас до Бангкока, до станции Монумент Победы за 750 бат на человека. Итого, за наше путешествие в 10 дней, за наш отдых, в принципе, относительно неактивный, только еда, рестораны, пляжи. Мы никуда не ездили, потому что нам это не особо интересно и не хотелось лишних телодвижений с ребенком. Обошелся отдых в 25 580 бат. Это 70 000 рублей. Но, по сути,
сколько продают туристам, сколько продают наши, да, 12 ночей с перелетом, это без перелета цена. В принципе, этих денег стоит. В целом, что мы можем сказать про остров? Мы бы сказали, что он подойдет как бюджетным одиноким путешественникам, парам, есть где уединиться, есть куда сплавать, а также семьям. В принципе, на любой кошелек, любую активность здесь можно найти, трекинги, можно сходить в горы, можно полазить на веревках над деревьями, можно сходить на водопад, можно сплавать на острова. Есть также квадроциклы. Да, можно покататься на квадроциклах, арендовать интересный мотоцикл, машины типа военных можно покататься прикольно. Ну и даже катаясь по таким извилистым горным дорогам, открываются красивые виды, джунгли, обезьянки на дороге. Ну прям welcome to настоящий Таиланд, на остров Ко Чанг. Мы благодарим вас за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, потому что это очень помогает нашему развитию. Пишите вопросы в комментариях. Мы будем рады поделиться нашим опытом. Данным видео мы завершаем первый сезон видео про Таиланд. Следующий сезон у нас уже будет по другим странам. Увидимся. Увидимся. Пока. Давай скорее выключай, пока она не зависла.